Oh yeah. Здрасте! Сегодня мы начнем, именно что начнем, долгий и многосерийный рассказ о классическом ролевом сериале от Konami под названием Суикаден. Готовьтесь, эта банка джема будет практически бездонной. Так уж получилось, что свое знакомство с серией Суикаден я начал сразу со второй части, умышленно проигнорировав существование ее прародителя. Пожалуй, этому в первую и самую главную очередь способствовал колоссальный лавинообразный поток соплей счастья в адрес приключений Рё и компании, на фоне которого сдержанное одобрение первой части выглядело совсем смехотворно. Однако 6 лет назад я и сам не собирался устраивать серьезный заплыв в мир Суикаден и планировал только снять самые сливки. И все бы так и было. Но однажды в моей жизни случился внезапный Суикаден 3, который ясно дал понять, что так просто от детища Konami я уже не отделаюсь. К идее обратиться к корням я пришел еще и потому, что вследствие ухода в свободное плавание Ясутаки Мураяма, оригинального автора и главного подвижного состава Суикаден, после третьей части пошли совершенно другие игры. Плохие это были игры или же хорошие, мы попытаемся узнать как-нибудь попозже, а пока начнем с самого начала. Ну, а если точнее, с предыстории. В 1992 году в Konami на должность QA-специалиста, или, проще говоря, тестировщика и боголова, приходит молодой программист Йоситака Мураяма. Надолго в этой должности он, впрочем, не задерживается, и уже через полгода его менеджер перенаправляет новичка в команду, работающую над играми для мега-секретного проекта Konami, портативной консоли с поддержкой трехмерной графики. Там он знакомится с художницей Дюнко Кавано, очередным юным дарованием в компании, и вместе они приступают к созданию их первой игры для чудо-системы. Но боссы Konami, по-видимому смекнув, что смелая авантюра на рынок аппаратного обеспечения это хоть и здорово, но слишком уж дорого и рискованно, через некоторое время сворачивают разработку таинственной консоли и все проекты, имеющие к ней отношение. Практически одновременно с этим они открывают производство первых 32-битных игр для PlayStation, уже замаячившие на горизонте, и выделяют всего около 10 человек на ряд проектов. Одну гонку, один симулятор бейсбола и одну из 3 ролевых игр, в то время как основные ресурсы компании продолжают дожимать из уходящего поколения последние соки. Далее, в первой ревизии этой рецензии следовал рассказ о том, что Мураяма и Кавано, попавшие в команду 32-битных первопроходцев, решили делать РПГ, взяв за основу наработки сценария Суикаден 2, оставшиеся со времен консольных амбиций Konami. Однако этот миф был опровергнут автором канала Resonant Arc, в девичестве известного как Dark Pixel Gaming, во время его переписки с Мураямой. Не было никакого прототипа сюжета. История Суикаден 2 не была написана до первой части. Первая часть не была ничьим приквелом. И не такие исторические казусы случаются, и чем больше времени проходит, тем активнее плодятся легенды. А мне это будет лишним напоминанием о том, насколько я не читаю темному пикселю в плане работы над игровыми рецензиями. Но вернемся к теме. Мураяме осталось только объяснить своему менеджеру, почему компания должна дать зеленый свет разработке именно его игры.
В качестве источников вдохновения молодой программист упомянул классический китайский роман «Речные заводи», по сюжету которого 108 благородных разбойников сражаются с чиновничьим произволом во имя благополучия простого народа. Из всего монолога Мураямы начальник услышал только часть про 108 действующих лиц и такой: ролевая игра сотни играбельных персонажей? Делаем! Ресурсов на разработку, правда, дали катастрофически мало, и лишь спустя полгода Konami выделили могучей кучке еще несколько людей из соседних команд. Как бы то ни было, в конце 1995 года группа из двух творчески одаренных и очень упертых новичков дотащила свое творение до релиза. И сейчас мы посмотрим на то, что у них получилось. События первой части происходят в регионе Торан, что на юге континента. В роли главного героя выступает Тир Макдол, сын крупного военачальника Империи Алой Луны, живущий в роскошном поместье в окружении верных слуг и вуз недующий. Как полагается всякому молодому человеку далеко не низшего сословия, он поступает на госслужбу, в то время как его отец по поручению императора Барбароссы вынужден отправиться к северным границам страны, где вновь стало неспокойно. Поначалу рутинная работа мальчиком на побегушках у чиновников шла неплохо, однако вся жизнь Тира быстро идет под откос, когда выясняется, что один из его друзей детства по имени Тед оказывается носителем руны Душеед, одной из 27 великих рун, дарующих своему носителю вечную жизнь, за которой уже продолжительное время охотится придворная колдунья и жена самого императора Винди. В попытке уберечь руну от попадания в плохие руки, раненый Тед передает свое проклятие Тиру, и теперь главный герой, в одночасье ставший врагом империи, вынужден бежать из дома и прятаться от своих бывших коллег. В конечном итоге протагонист, изрядно налюбовавшись на жизнь в стране со стороны простых обывателей, присоединится к оппозиционному движению, а после возглавит его и превратит кучку варья, жуликов, бандитов и нескольких нормальных людей в боеспособное подпольное войско, способное вызвать массу проблем даже у регулярной армии страны. И путь этот будет ой как тернист. Ведь перед тем, как герой сможет заботиться о других, вам сначала понадобится научиться заботиться о нем. И в этом плане первый Суикаден не стал сильно оригинальничать. Когда персонаж игрока не дерется, он бегает и разговаривает. А когда он не разговаривает и не бегает, он дерется. Режим исследования мира обставлен достаточно скупо и лишний раз напоминает о жесточайшей экономии, в условиях которой разрабатывалась игра. К счастью, общую бедность интерьера попытались прикрыть небольшими габаритами самих локаций, так что как недостаток она ощущаться не будет. Особенно это касается подземелий и прочих мест, где вам не рады. Никакой вынужденной беготни туда-сюда, привет Суикаден 3, никаких запутанных лабиринтов, никаких бессмысленных развилок, ведущих в никуда. Все данжи в Суикаден по-чеховски лаконичны, их структура прозрачна, а немногочисленные секреты не требуют прощупывания каждой стены наугад. И новое мнение о том, как игра управляется и в целом ведет себя при взаимодействии с игроком. Во-первых, персонажи не умеют ходить по диагонали даже при том, что двигаются они свободно, а не по клеточкам. Из-за этого порой возникают какие-то странные проблемы с попаданием в некоторые дверные проемы. Приходится иногда ходить лесенкой, чтобы правильно расположить протагониста в пространстве и протащить его через чертов порог дома. Вторая проблема касается того, как в игре реализован бег. Изначально его нет, и если вы хотите, чтобы он появился, потребуется найти или купить соответствующую руну и потом экипировать ее на любого персонажа из активной команды. А учитывая, что руны в игре обычно применяются для магии и особых приемов и могут быть экипированы только в специальных заведениях и только в соотношении один герой, одна руна, использование столь важного ресурса просто для того, чтобы иметь возможность бегать, даже по меркам даты выхода игры, кажется в лучшем случае странным. Над системой инвентаря разработчики долго думать не стали и честно подсмотрели ее у таких серий как Dragon Quest и Earthbound.
Другими словами, каждый персонаж получил свой собственный карман, в который помещается не более 9 вещей, будь то броня, амулеты, руны, аптечки, в общем, весь полезный и не очень хлам. За исключением оружия, которое не существует в виде отдельных предметов и намертво приклеено к каждому персонажу, из-за чего оно не покупается в прямом смысле, а отдается кузнецам на улучшение. В принципе, вся эта система не так уж и плоха. Тем более я никогда не был фанатом той идеи, что можно закупиться лечебными снадобьями в количестве 99 штук и потом глушить их десятками. Однако Мураяма и компания забыли одну маленькую деталь. Они внедрили в игру не пару-тройку героев, а около 8 десятков. И оперирование такой кучей карманов является той еще болью в заднице. Да, со временем в штабе появится склад, куда можно загружать излишки и не менее успешно их оттуда выгружать, но его немного недоработали. Перенести всю экипировку и вещи на склад можно с любого персонажа, даже если он не находится в данный момент в активной партии. А вот одеть и обуть игра позволяет только членов отряда героя. Проблема в том, что хорошие и актуальные доспехи — это очень дорогое удовольствие. И денег зачастую не хватает даже на то, чтобы покрыть потребности основного отряда из 6 человек. Отсюда и вынужденная необходимость передавать один и тот же комплект брони из рук в руки. Может, я излишне сгущаю краски, поскольку разработчики явно пытались хоть как-то компенсировать эту рутину. Тут тебе и азартные мини-игры, и телепорт в любой из городов, посещенных ранее, и возможность почти в любой момент вернуться на базу. Однако этого оказалось явно недостаточно, и откровенная архаичность игры лезет из всех щелей. Но все это касается только мирного блуждания по локациям. С боевой системой дела обстоят куда интереснее. Ух, насколько же свежо она ощущается. Для начала разработчики все-таки учли колоссальный набор действующих лиц, в результате чего под управлением игрока находится отряд аж из 6 человек. 3 в авангарде, 3 в арьергарде. Сами персонажи бывают 3 типов: ближнего боя, дальнего боя и смешанного типа. Герои ближнего боя могут атаковать только из фронтального ряда и только врагов, расположенных в переднем ряду. Персонажи смешанного типа сохраняют свою боеспособность вне зависимости от ряда, в котором они стоят, однако до вражеского тыла они дотянуться также не могут. Те же, кто обладает полноценным дальним типом атаки, могут бить по кому угодно. Обычно тип персонажа напрямую связан с его физическими данными, однако встречаются и исключения. Так, крутой маг и чародей может оказаться персонажем ближнего боя, а тот, кто относится к смешанному типу, может лупить больнее иного рукопашника. Что же касается непосредственно самой боевой системы, то Суикаден осталась верна традициям и взяла за основу так всеми любимые случайные сражения. Но вы подождите расходиться, ведь разработчики умудрились сгладить почти все острые углы, делавшие неконтролируемые стычки с оппонентами-невидимками столь раздражающими. Угол 1. Вынужденная необходимость биться с хилыми врагами при возвращении на старые локации и непредсказуемая натура функции побега. В Суикаден же вы именно убегаете только от противников, которые либо равны вам по силе, либо превосходят вас. Если же персонажи натыкаются на букашку, которая мрет от косого взгляда на нее, опция «убежать» заменяется на «дать убежать». То есть вы буквально позволяете слабому противнику дать от вас дёру. К тому же в игре со временем станет доступна руна, которая будет отгонять от команды случайные сражения с откровенно слабыми врагами. Но, к сожалению, в продаже она появляется достаточно поздно и стоит баснословно дорого. Впрочем, внимательный игрок сможет раздобыть ее и бесплатно. Угол 2. Необходимость прокачивать толпу персонажей, что ощущается наиболее болезненно в моменты, когда по велению сюжета к команде насильно присоединяют героя, отстающего от основной партии на десятки уровней. По такому случаю Мураяма и компания придумали, на мой взгляд, просто гениальную систему набора левелапов.
Чтобы прокачаться, персонажам всегда нужно получить ровно 1000 очков опыта. А вот количество получаемого опыта уже будет зависеть от разницы в уровне между плохими и хорошими парнями. Другими словами, перекачанные герои практически перестают получать опыт, если бьют одних и тех же врагов. Однако персонажи, отстающие в развитии, за один только бой получат такой буст, что сразу же вырастут на несколько уровней. Ну, если выживут, конечно. Благодаря такому подходу, докачивание отстающих сопартийцев занимает считанные минуты. Да и глаз радуется при виде того, как какой-нибудь хлюпик стремительно превращается в машину смерти. Угол 3. Случайные сражения по натуре своей быстро утомляют рутинным выполнением одних и тех же действий. Не скажу, что угол прямо сглажен, но подточили разработчики его знатно. Одна только динамика сражений чего стоит. В отличие от многих других коллег по жанру, в Суикоден персонажи ходят не по очереди, а нападают всем скопом, уступая друг другу инициативу только в том случае, если на одного врага нацеливалось сразу несколько юнитов. Динамическая смена ракурса камеры только подчеркивает возросший темп здешних боев. В одном из материалов создатель Суикоден еще отмечал, что в игру зашита хитрая логика случайных сражений на карте мира. Если герой ходит по прямым траекториям, то частота нападений снижается, а если топчется на одном месте и ходит зигзагами, возрастает. И хоть это официальная информация от самого Мураямы, но хоть убейте, я не смог обнаружить никакой видимой закономерности. Протагонист с равным успехом мог окрутиться Аки-волчок в полный штиль, так и на прямой дороге заикаться каждые пару шагов. Но вернемся к боевой системе. С помощью функции автобоя можно на один ход выдать персонажам простую команду «Да ударь ты хоть кого-нибудь». И не только еще дополнительно ускорить случайные бои, но и контроллер уберечь от изнасилования. Также некоторые персонажи могут проводить совместные атаки на манер хронотриггера, а также защищать своих друзей, если те находятся на грани жизни и смерти. Функцию магии же выполняют руны. Предрасположенность того или иного персонажа к чародейству определяется количеством уровней рунной магии ему доступных и тем, сколько раз магию каждого из уровней он может применить. На практике это выражается в том, что очевидный маг в команде, экипированный элементальной руной, первое время может кастовать несколько заклинаний первого же уровня. Зато по мере прокачки он получает доступ к магии 2, 3 и 4 уровней, в то время как типичный воин, оснащенный абсолютно той же руной, так и остается лишь на базовом понимании того, как выжать из нее хоть какой-нибудь бум. Но это не значит, что персонажи, способные карать только холодной сталью, вообще безнадежны. Для них игра припасла руны спецприемов, которые работают по принципу «используй и бей». Есть у них, правда, одно неприятное послевкусие в виде статуса головокружения, лишающего права атаковать и использовать магию в следующий ход. К счастью, персонаж, которому собственное разовое могущество буквально вскружило голову, сохраняет способность использовать предметы из инвентаря, так что совсем бестолковым он не становится. К тому же в игре есть несколько рун, которые не имеют такого неприятного изъяна и тем самым делают обычную атаку попросту бессмысленной, но зачастую они оказываются намертво приколочены к определенным персонажам. На пользу отсутствия затянутости работает также и малая продолжительность игры. Если идти строго по сюжетной линии и не обращать внимания на опциональный досуг в штабе и не пытаться собрать всех персонажей, ограничиваясь лишь теми, кто сам лезет под нос, то прохождение Суикоден займет порядка 20-30 часов, так что игра просто не успеет надоесть. С другой стороны, если вы не объедините под своим началом все 108 звезд судьбы, то и хорошей концовки вам не видать. Более того, сохранение, которое у вас останется после прохождения игры, можно будет импортировать во второй части и получить порцию дополнительного контента. Например, возможность присоединить главного героя из первой части к команде.
Хорошо, ведь Konami умели раньше раздвигать границы сознания, даже если дело касалось простых карт памяти для PlayStation. Но вернемся к теме. Не одними сражениями вида стенка на стенку жив Суикоден. Важные сюжетные моменты, персонажи также будут участвовать в дуэлях и даже руководить целой армией. Даром, что ли, мы такую толпу вояк собираем? Правда, при детальном рассмотрении выяснится, что они на самом деле представляют вариации игры камень-ножницы-бумага с парой косметических изменений. Но обо всем поподробнее. В дуэлях весь игровой процесс крутится вокруг трех опций: атаковать, атаковать с особой злобой и уйти в блок. Атака пробивает блок, блок контратакует в ответ на яростную атаку, яростная атака намного мощнее обычной. Игроку же нужно предугадать, какое действие предпримет оппонент, и подобрать правильное противодействие. И это действительно реально сделать, поскольку противник откровенно палит свои намерения тем, что он говорит перед началом хода. В принципе, несложно, да и паттерны врага всегда можно просто заучить. Масштабные боевые сцены в целом похожи на дуэли, только масштабнее. Маги бьют пехоту, пехота лучников, лучники магов. Но и есть нововведения, причем существенные. Так, намекать на свои дальнейшие планы вражеские генералы уже не будут. Хотите знать, что замышляет оппонент? Высылайте шпиона на разведку. Кроме этого, каждым типом войск отвечают те персонажи, которых вы оптом набрали в отряд. И отдавать команду действия можно только одной группе персонажей за все сражение. Закончились лидеры магов, значит больше никакой магии до конца боя. Но важно другое. Во время выполнения боевых поручений ваши подопечные могут окочуриться. И не просто улететь в нокаут или получить стрелу в колено, а самым настоящим образом умереть. Игра не вернется на начальный экран, никак не накажет, а просто продолжит идти дальше, как ни в чем не бывало. Разумеется, покинуть игру могут только герои, не имеющие никакого влияния на основную сюжетную линию, но сам факт того, что персонажи сюжетно ориентированной японской ролевой игры, даже не тактической JRPG, как Fire Emblem или Royal Stone, а простой пошаговый JRPG, могут склеить ласты от обычной шальной стрелы, придает событиям больше веса. Плохо то, что гибель хотя бы одного героя лишает возможности получить хорошую концовку, так что ради нее, скорее всего, придется немного повоевать с сохранениями. Вот мы и подошли к сценарию, тому, что сделало серию Суикоден чем-то большим, нежели очередной фэнтезийной попыткой повторить успех более маститых коллег по цеху. Одинаково хорошо прописать истории больше сотни героев разработчики даже не пытались. Однако я не могу не отметить огромный вклад Дзюнко Кавана, которая снабдила действующих лиц этими самыми лицами, нарисовав отличные портреты. Иногда они выглядят чуть криво, но даже эта неровность придает героям выразительность и даже некое подобие характера. Но ожидать от персонажей какой-то эфемерной проработанности было бы слишком наивно. Тем более приоритеты в сценарии расставлены так, что наибольшую значимость представляют события, которые оказывают влияние на положение дел в стране и в которых участие принимают тысячи людей, находящиеся под контролем профессиональных военных стратегов. Да, как-то уже все забыли об этом. Пусть главный герой и ведет себя как настоящий лидер, раздает команды подчиненным, расширяет войско и, как следствие, свое влияние за счет нахождения новых звезд судьбы и направляет армию, однако даже он разыгрывает пьесу, которую для него и для прочих военачальников освободительного движения пишет человек, разбирающийся в военном ремесле несравнимо лучше обычного подростка с несчастливой судьбой. А судьбинушка у Тира действительно незавидна. Так и получается, что Тир и его войско воплощают собой не свободную волю, так любимую подростками-авантюристами, а исполнение этой воли, смиренное следование своему предназначению в условиях военного конфликта, сквозь боль и слезы. Наверное, именно поэтому Суикоден воспринимается не как очередное приключение группы тинейджеров, помогающих всем встречным поперечным и в конце побеждающих мультивселенское зло, а как трагедия человека на войне, постепенно теряющего близких и вынужденного продолжать выполнять свою функцию в истории до тех пор, пока история не переживет и не выплюнет его.
Конечно, есть и правильная концовка, в которой герой превозмогает свой злой рок и вообще все у всех становится прекрасно. Однако такой пересвященный финал мне не нравился ни в этой игре, ни уж тем более в продолжении. Казалось бы, все со сценарием здорово, но хромает сама подача. Миссия по освобождению родной страны от произвола, творящегося на самых верхах политической иерархии империи, хоть и звучит свежо и оригинально после бесчисленных овервордов, низвергающих на честной народ орды нечисти по причине «бум» и злые бяки. Но на деле же она представляет собой кросс по периметру карты с целью одолеть пятерых великих генералов и скрестить клинки в конце с самим императором. Сразу вспоминаются все кристаллы света, все гимбейджи, все цветные реликты и прочие легендарные и не очень штуки, которые обязывали нас совершать кругосветные путешествия по мирам соответствующих игр. По этой причине Суикаден больше напоминает сериал и не ощущается единой историей, последовательно развивающейся по мере собственного повествования. Как бы то ни было, сюжет первого Суикадена и по сей день держится очень неплохо, а кое в чем он даже уделывает своего легендарного потомка. Благодаря несравнимо более качественному английскому переводу текста, персонажи то и дело радуют очень добротными диалогами, да и сами герои воспринимаются куда взрослее, естественнее, да и просто человечнее, чем в целом по жанру. Долгожданная встреча отца Тира Макдола со своим собственным сыном, находящимся теперь по ту сторону баррикад, стала одной из самых сильных и ключевых сцен в игре, даже несмотря на немоту главного героя. Но и дурных сюжетных поворотов тоже наберется немало. Например, момент, когда персонажи после всех мучений приплывают к целителю-отшельнику за помощью, и внезапно прилетевший на драконе плохой парень тырит доктора у них из-под носа, не встретив никакого сопротивления. Впрочем, Мураяма умеет давать смачные пощечины. Например, однажды по сюжету герой должен будет заручиться поддержкой независимого рыцарства драконьих всадников. Однако для этого ему придется найти антидот от яда, которым кто-то по тайному приказу Винди отравил почти всех рыцарских драконов. И потом выясняется, что для изготовления противоядия нужна печень дракона, из-за чего под нож пускается питомец одного из героев. Разумеется, по всем сюжетным канонам этот самый питомец героически погибает незадолго до раскрытия страшной правды. Однако это не умаляет реакции на произошедшее его хозяина. Когда его поставили перед фактом, мол, так и так, противоядие для драконов готово, но мы сделали то, что должны были сделать. Бедолага аж остолбенел. Ни истерик, ни соплей, ни драмы. Полный ступор. Итоги финального сражения с императором Барбароссой тоже оставляют довольно-таки горькое послевкусие. Я так подумал, а ведь в Суикаден 1 действительно нет или почти нет ключевых персонажей, которые бы ныли или пускали сопли по любому поводу. Герои и злодеи всегда отдают полный отчет своим действиям и осознают последствия своих поступков. Они могут не соглашаться со своими лидерами и военачальниками, их сердца могут выть от боли, когда приходится оставлять или предавать близких друзей, но чтобы они начинали оправдываться, нечасто в японских РПГ можно встретить настолько зрелых персонажей. Впоследствии первый Суикаден неоднократно переиздавался и портировался на различные системы, со временем став игрой с наибольшим количеством физических и цифровых изданий во всей серии. Но самыми интересными из них я бы назвал версии для Saturn и, внезапно, Windows. Может, не совсем с практической точки зрения интересными, поскольку через океан переплыл только оригинал для PlayStation. Но коль уж мы вознамерились вгрызться в Суикаден до самых костей, то некоторые особенности ее блудных релизов отметить не помешает. Версия для Saturn, в частности, получила совершенно новый заставочный ролик, выполненный в стиле второй части, а также в ней переработали портреты персонажей, сделав их куда менее пикселястыми. Местами в графике не обошлось без жертв в силу проблем с Сатурна с полупрозрачностью, и все тени в игре получили шашечную текстуру. Но это все мелочь по сравнению с куда более существенной проблемой порта – долгими загрузками.
Каждое случайное сражение, каждый переход с одного экрана на другой на несколько секунд вешает игровой процесс, оставляя игрока наедине с черным экраном задумчивости. В моменты таких подзагрузок даже музыка останавливается, будто у CD-привода лазер накрывается. Сама же игра в целом поменялась мало, только обросла парой новых сюжетных событий, однако некоторые вмешательства разработчиков, иначе как странными, я назвать не могу. Konami зачем-то решили поменять львиную долю мини-игр на другие и добавили сверху бонусный тамагочи с котом. И я даже предположить не могу, зачем они это сделали. Иллюзию бурной деятельности создавали, что ли? Компьютерная версия, помимо своей дичайшей редкости, примечательна еще и тем, как разработчики подошли к ее портированию. Вместо того, чтобы по-быстрому слепить что-то играбельное и выбросить это на рынок, Konami полностью пересобрали игру с учетом особенностей компьютерного управления. Из-за этого, правда, персональный Суикаден стал больше похож на офисное приложение. Графический интерфейс в одном окне, диалоги в другом, инвентарь в третьем, боевая система в четвертом. Зато к процессу взаимодействия с этим порождением сумрачного японского ПКшника подключилась мышь. Да и прыгать по разным меню смысла больше нет. Все и так доступно на одном экране. А учитывая, что за основу авторы взяли PlayStation-овский оригинал, эта версия работает без основной части проблем, присущих порту на Saturn. Но полупрозрачным эффектам и теням все равно не повезло процедуру портирования пережить. В любом случае, эта версия оставляет приятное впечатление. И как жаль, что никто не заботился издать ее за пределами Японии. Да что уж там, ее хрен найдешь даже. Кстати, если вас заинтересовал сценарий, но знакомиться с игрой по тем или иным причинам желания не возникло, вы вполне можете ограничиться Генсо Суикаден Драма CD радиопостановкой по мотивам игры. Такие диски для Японии – дело обыденное, но до англоговорящего мира такие вещи добираются чрезвычайно редко. Однако нашлись люди, которые не просто перевели все реплики в радиопьесе, но и экранизировали ее с использованием графики и спрайтов из оригинальной игры. Бо-чан! Бо-чан! なんだいグレミオ、想像しいね。パンさん、クレオさん、坊ちゃんを見ませんでしたか? Конечно, уместить в одну постановку все события и всех героев никто даже и пытаться бы не стал, но работа по озвучиванию истории Суикаден все равно была проделана потрясающая. Любителям аниме я особенно порекомендую ознакомиться с Драма CD еще и потому, что в работе над ним принимали участие далеко не самые последние сэйю. А вот про саундтрек у меня уже так просто не получится рассказать. За него отвечала целая плеяда канамевских композиторов, однако наибольший вклад в создание музыки для игры внесла Мики Хигасино. И совместными усилиями у них получилась пластинка, которая отлично передает не только атмосферу кипящих страстей бандитского Торана, но и дух оригинального китайского произведения. В роскошной столице империи играет классическая музыка, на периферии же основное внимание уделено дальневосточным народным мотивам и пасторальным композициям, а темы сражений и военные марши создают боевой настрой. Конечно, не все композиции я могу назвать удачными, однако с функциональной точки зрения фоновая музыка из Суикаден все равно со своей задачей справляется очень и очень хорошо. Но сможет ли саундтрек заинтересовать тех, кто с игрой вообще не знаком? В этом плане музыка Суикаден страдает от отсутствия хитовых или хотя бы просто ярких тем. Да, есть неплохие мелодии, которые придутся по вкусу любителям ориентального и народного направления в музыке. Однако во всем альбоме не найдется ни одной композиции, при прослушивании которой хотелось бы воскликнуть «Вау, круто!». Все чинно, мирно и предельно фоново. Особняком стоит заключительная композиция, название которой смотрите на экране, в которой сплелись воедино чувства горечи и радости, грусти и светлой веры в то, что все будет хорошо. Красивое и эмоциональное завершение истории о войне и о людях, прыгнувших в ее жернова. К счастью, музыка серии оказалась богата на официальные релизы. В случае с Суикаденом Konami так и вовсе отличились, выпустив на дисках не только оригинальные саундтреки, но и целый ряд альбомов с аранжировками.
Так что те, кому музыка из игр серии придется по душе, смогут ее получить в самых разных вариациях и в больших объемах. Что стоит сказать в завершение? Архаичности первому Суикадену не занимать, однако вместе с этим игра заложила фундамент концепций и базовых механик, придерживаться которых продолжения будут и годы спустя. Однако я не могу сказать, что игра совсем уж безнадежна для первого знакомства в наше время, и свою порцию удовольствия от нее вполне можно получить. Благо, изобилие ярких и выразительных персонажей, доступных для присоединения, и увлекательная, и, что самое главное, удобная боевая система этому очень даже способствует. А для нас марафон серии Суикаден только начинается. И дальше на очереди идет легендарная вторая часть, о которой мы поговорим в будущем. А пока следим за новостями о Eiyuden Chronicle и надеемся, что хоть эта Kickstarter инициатива не опозорится. Ну а пока-пока. Господи боже, мне же это потом монтировать.